Люблю начинать свою работу с разных ритуалов. А дым очень хорошо настраивает на работу и на творческий порыв. В этом видео я покажу немножко процесса моей работы маслом. Это моя вторая работа в этой технике. Первая была давненько, лет 5 назад, и тут я решила немножко совместить акрил и масло. Не знаю, насколько это удачное сочетание и правильно ли я все делала, просто интуитивно и просто это засняла и вот так. Картина создавалась в подарок для близкого мне человека. На основе я написала то, что хочу, чтобы эта картина дарила обладателю и дому, в котором она будет находиться. Сначала я работала акрилом, закрашивала просто фон синеньким. Все говорят, что нужно закрашивать торцы, но, честно говоря, на холсте, на картоне я не супер это понимаю, потому что все равно потом это вставится в раму. Вот, но я все равно закрашиваю. Стараюсь брать разные оттенки, потому что это у меня будет море. Затем уже по закрашенному небу делаю облака белые. Это видео не мастер-класс, но я немножко расскажу, что делала, почему, возможно. Вообще мне больше сейчас нравится работать маслом, потому что акрил, он для меня быстро сохнет, и я не успеваю сделать какие-то плавные переходы. Но, конечно, акрил и хорош, наверное, тем, что он быстро сохнет, и можно быстренько на нем что-то уже сверху рисовать. А масло приходится там двойными слоями это накладывать. Но также в этой картине я хотела фактуру, структуру, что увидите дальше, и поэтому мне понадобилось масло. Ну и тут уже начались уточнения, проработки, если это можно так назвать, относительно моря. Тут я еще рисую акрилом, но уже взяла в руки мастихин и активно им орудую. Просто набираю красочку и пытаюсь как можно более пастозно, как это возможно с акрилом, нанести это на холст. Вообще люблю, как это выходит, особенно если краска прям смешивается сразу на холсте одна с другой, такие интересные переходы получаются. Тут немного разнообразной картинки для смены обстановки. Это я рисовала пару дней, по-моему. Ну и продолжим. Тут я уточняю облака. И все, уточняю облака. А вот тут уже в ход пошло масло. Я взяла белила и тоже мастихинчиком жирненько намазываю сверху. Вот вы можете даже, наверное, видеть, что фактура уже такая более густая пошла. Очень такая интересная. Мастихинчиков, кстати, у меня всего парочка. Да и вообще маслом я только начала рисовать. И, в принципе,
у меня такой минимальный набор того, что есть. Я, конечно, докупаю, смотрю, что мне нужно, смотрю, какие цвета я больше использую, какие мне требуются. Потому что, когда смотришь у других художников, у них там свои палитры, и часто покупаешь, и потом, тебе этот цвет не подходит. Ты его не используешь, или тебе не нравится, как он выглядит, или что-то такое. Вот, так что, если вам интересно, я могу снять видео о моих материалах для таких начинающих, типа меня, в масле. Тут я, в общем-то, закончила основную часть и приступила рисовать кораблики. Кораблики тоже у меня маслом. Нарисовала скелет этих корабликов и заливаю его теперь мастихинчиком. На парусы я стараюсь класть разные цвета, не только белый, чтобы они более интересно смотрелись. Там желтенький, красненький, голубенький, и все это красивенько переливалось. Жирненькие блики на воде. Что мне еще нравится в масле, так это то, что потом можно то, что нарисовал, хорошенько растереть пальчиком, тряпочкой или еще чем-то. Вообще можно пальцем рисовать, это тоже очень тактильно приятно. В принципе, акрилом можно также рисовать, но в масле мне почему-то это нравится больше. Пыталась затереть свои ошибочки, но очень даже, мне кажется, хорошо вышло, мне нравится.
Ну и тени на воде, конечно же, никто еще не отменял. Честно, и мастихином я тоже работала интуитивно, потому что нигде ничего не смотрела, как это делается. Просто такая работа на интуиции. Ну вот и все. Картина готова. Пишите в комментариях, понравилась вам эта работа или нет. Хотите ли вы мой обзор на набор масла для начинающих, если так сказать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ждите новые видео. И также у меня есть еще Инстаграм, где я тоже больше делюсь своими работами. Тоже подписывайтесь на него, там много всего интересного.